Привет, друзья! Лера Кудрявцева – одна из самых сексуальных телеведущих российского телевидения. Светлые локоны, ровный загар и брендовые вещи. Так сегодня выглядит теледива. Стремление добиться успеха надолго задвинуло на второй план счастье в личной жизни. Мы проследили за становлением одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса и попытались ответить на самые животрепещущие вопросы касаемо жизни Леры Кудрявцевой. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Лера Кудрявцева и сколько она зарабатывает. Кудрявцева Валерия Львовна появилась на свет 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, Казахстана. По воспоминаниям звезды, в юности она вовсе не была леди. Девушка участвовала в драках и даже употребляла алкоголь. По словам ведущей, такое поведение диктовалось непростыми временами. В столице России Лера Кудрявцева оказалась в начале 90-х. Дебютом на телевидении для нее стала передача «Партийная зона». В рамках телепередачи Лера посещала модные ночные клубы, где интервьюировала звезд. Шоу окажется стартовой площадкой для будущей звезды. Коллегами по съемкам Кудрявцевой стали Гоша Куценко и Отар Кужанашвили. Несмотря на успешное начало карьеры, в начале нулевых Лера Кудрявцева пропадает из эфира. Как позже окажется, Кудрявцева поступает в ГИТИС на актерское отделение факультета эстрады. Следующие 5 лет проходят в постоянных репетициях, чтении библиотечных книг и сдаче экзаменов. Вторая половина нулевых озарилась для Леры Кудрявцевой массой новых проектов. В их числе оказались такие передачи, как «Испытание верности» и «Клуб бывших жен». Их героинями были не пресловутые, сильные и обязательно успешные женщины, а те, кто пережил развод с любимым мужчиной. С 2004 по 2005 год Кудрявцева принимает участие в съемках 6 и 7 сезонов суперпопулярного сериала «Улицы разбитых фонарей». Кроме этого, Кудрявцеву часто можно увидеть не только в качестве ведущей, но и участницы передач. За плечами звезды съемки в таких шоу, как «Звездный лед» и «Танцы со звездами». В рамках этих программ Лере помогло танцевальное прошлое. В будущем артистка станет частой ведущей всевозможных музыкальных конкурсов. «Новая волна» в Юрмале – один из самых известных. В этот период времени Лера Кудрявцева уже известная телеведущая. Передача «Секрет на миллион» открыл новую веху в карьере телеведущей. Шоу стартовало в 2016 году и по-прежнему имеет высокие рейтинги. В ходе программы звезды отечественного шоу-бизнеса дают откровенное интервью. В конце им предлагают 1 000 000 рублей за самую сокровенную тайну. Одни соглашаются и делятся шокирующей информацией. Однако бывает и такое, что тайна оказывается столь страшной, что звезды отказываются ей делиться. Пилотный выпуск программы «Звезды сошлись», ведущей которого стала Лера Кудрявцева, вышел в апреле 2017 года и был тепло встречен аудиторией канала НТВ. По правилам в эфире звучит все, кроме политики, о чем вся страна говорит на кухне, спорит на форуме или судачит на скамейке у дома. От новой фотосессии известной балерины до неожиданного рождения детей от суррогатной матери у очередного артиста. Личная жизнь Леры Кудрявцевой также яркая и красочная, как и образ звезды на телевидении. Здесь есть глубокие любовные переживания, измены, предательства, рождение детей и подозрения в виде пиар-хода вместо настоящих отношений. Первым избранником звезды был Сергей Ленюк, барабанщик известной 80-е и 90-е группы «Ласковый май». Это был ранний брак, который вылился в рождение ребенка Жана. Мальчик получил необычное имя в честь любимого актера матери – Жана-Клода Ван Дамма. Брак с Сергеем и Кудрявцевой не проживет более 2 лет. По слухам, причиной разрыва станут многочисленные поклонницы музыканта и его неверность супруге. Этот период своей жизни Лера Кудрявцева вспомнит еще не раз. Впрочем, в статусе одинокой разведенной женщины ей долго ходить не придется. Со вторым супругом, успешным бизнесменом Матвеем Морозовым, звезда познакомилась в 2004 году. Спустя несколько месяцев влюбленные сыграли свадьбу. Примечательно, что знакомство с ним у артистки началось со скандала. Женщина лишилась боковых зеркал на автомобиле. Она потратила много времени на поиски необходимых. Нужная модель оказалась в одном московском магазине автозапчастей. Девушка немедля выехала по адресу, но уже на месте выяснила, что товара нету. Телеведущая закатила такую истерику, что к делу подключился владелец компании – Матвей Морозов. Через несколько месяцев он стал супругом Леры. Однако и этот брак окажется недолговечным.
Ведущая разведется с мужчиной в 2007 году после того, как его обвинят в мошенничестве. Следующим мужчиной в жизни Леры Кудрявцевой станет Сергей Лазарев. Эти отношения так и не перерастут в брак. Среди журналистов возникнет слух, что все совместные появления пары в обществе не более чем пиар-компания. Кроме этого, публику возмутила разница в возрасте влюбленных. Лера Кудрявцева старше Сергея на 12 лет. Так или иначе, но пара расстанется в 2012 году. Однако уже через год в жизни телеведущей появится человек, который полностью изменит ее жизнь и наполнит ее новым смыслом. В 2013 году Лера Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Молодой человек младше своей звездной супруги на 16 лет. Однако счастью это не мешает. В будущем артистка даже подарит любимому песню вдвоем и выпустит на нее клип. В 2018 у пары родилась девочка Маша. В одной из многочисленных бесед с журналистами звезда признается, что дочка для нее – это святое. Мама мчится к родной кровинушке сразу же после окончания съемочного процесса. Сегодня Кудрявцева считает, что в ее жизни есть кое-что куда важнее работы – ее семья. Известный журнал «7 дней» обнародовал информацию о том, что Кудрявцева стала бабушкой. Ее внук Лев Жанович появился на свет 20 мая 2018 года. Эту информацию предоставила одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает сын телеведущей. Лера Кудрявцева одновременно стала молодой бабушкой и счастливой мамой. На аккаунт Леры в Инстаграме подписано 4 миллиона человек. Поэтому многим интересно, сколько зарабатывает Лера Кудрявцева. Давайте попробуем в этом разобраться. Основной источник дохода Кудрявцевой, конечно же, ее муж, известный хоккеист. Ежегодно он зарабатывает около 2 миллионов долларов, без вычета налогов. Также здесь учитываются премии и доходы от рекламы, которые за год могут составлять не 1,1 тысяч долларов. Сама же Кудрявцева выступает на корпоративах в качестве ведущей. Стоимость такого удовольствия 20 тысяч долларов. Кудрявцева старается не завышать цены, чтобы и вовсе не остаться без работы. Также она ведет свадьбы. За это может получить 2–2,5 миллиона рублей. Лера снималась в фильмах и клипах, где за свои роли получала в среднем 5–6 тысяч долларов. Заработная плата Леры как телеведущей не отличается по размеру от менее знаменитых коллег, не превышает 100 тысяч рублей. По крайней мере, так говорят. Ранее семья владела квартирой, которая находится в доме элитного жилого комплекса на Красной Пресне. В 2010 году Лера отдала апартаменты сыну. Жилище расположено на 12 этаже, его площадь составляет 115 квадратных метров. В 2014 году супруги приобрели домик в Подмосковье. О жилище известно мало, но по фото в социальных сетях можно разглядеть, что дом двухэтажный и обнесен высоким кирпичным забором. Еще одно жилище расположено на побережье Атлантического океана, в городе Майами. Здесь Лера обожает проводить время больше всего. Квартира находится на 11 этаже, а площадь составляет 150 квадратных метров. До 2012 года телеведущая ездила на Porsche Cayenne 958. Это немецкий спортивный кроссовер, который на тот момент стоил от 60 тысяч долларов и выше, в зависимости от комплектации. Чуть позднее у нее появился Audi A7. Лера говорит, что ей подарил ее поклонник, но так ли это, неизвестно. Такая машинка стоит тоже от 60 тысяч долларов, но вскоре Лера ее продала. На просторах интернета также появились фото новой машины Леры Кудрявцевой – Lamborghini Aventador, которая стоила 400 тысяч долларов. Автомобиль подарил ей муж. Пожелаем телеведущей успехов в карьере и счастья в личной жизни. Ну а если вам понравилось это видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.